Здравствуйте! В этом видео хочу показать, как вязать вот такие простые ажурные мотивы крючком и соединять их между собой в единое полотно. Для работы я использую нитки Пеликан и крючок номер 1,25. Вязание мотива начинаем с выполнения начальной петли. Набираем цепочку из 9 воздушных петель. Первая, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая, восьмая и девятая воздушная петля. Вводим крючок в первую воздушную петлю и провязываем соединительный столбик. Тем самым мы с вами соединили нашу цепочку в кольцо. Вяжем 3 воздушные петли подъема, заменяющие столбик с одним накидом. И в полученное колечко провяжем еще 4 столбика с одним накидом. Первый столбик, второй столбик, третий столбик и четвертый столбик с одним накидом. Теперь провязываем цепочку из 6 воздушных петель. Первая, вторая, третья, четвертая, пятая и шестая воздушная петля. Первую воздушную петлю набранную пропускаем, во вторую воздушную петлю от начала цепочки провязываем соединительный столбик. Вот такое пико получилось. Далее провязываем 5 воздушных петель. Первая, вторая, третья, четвертая, пятая. В первую воздушную петлю от начала вяжем соединительный столбик. Провязываем 7 воздушных петель. Первая, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая и седьмая воздушная петля. От начала цепочки отсчитываем вторую воздушную петлю, первую пропускаем, в следующую воздушную петельку вяжем соединительный столбик. Провязываем 6 воздушных петель. Первая, вторая, третья, четвертая, пятая и шестая воздушная петля. Снова от начала цепочки отсчитываем вторую воздушную петлю, вот первая, вот вторая. Во вторую воздушную петлю вяжем соединительный столбик. Теперь провязываем 5 воздушных петель. Первая, вторая, третья, четвертая, пятая. И в первую воздушную петлю от начала этой цепочки вяжем соединительный столбик. Мы провязали 5 пиков. Вот первая, вторая, третья, четвертая и пятая. Теперь вяжем 2 воздушные петли. Делаем накид на крючок. И в вершину последнего столбика с одним накидом, который вязали в кольцо, провязываем столбик с одним накидом. Вот что получилось. Теперь в колечко вяжем 5 столбиков с одним накидом. Первый, второй, третий, четвертый и пятый столбик с одним накидом. Снова повторяем такой же элемент. Вяжем 6 воздушных петель. Первая, вторая, третья, четвертая, пятая и шестая. Во вторую воздушную петлю от начала цепочки провязываем соединительный столбик. Вяжем 5 воздушных петель. 2, 3, 4, 5. В первую воздушную петлю этой цепочки провязываем соединительный столбик. Вяжем 7 воздушных петель. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Во вторую воздушную петлю этой цепочки
мы провязываем соединительный столбик. Вот первая петля, первая, и вот вторая. Провязываем соединительный столбик. Вяжем 6 воздушных петель. 2, 3, 4, 5, 6. Во вторую воздушную петлю от начала этой цепочки провязываем соединительный столбик. Вяжем 5 воздушных петель. 2, 3, 4, 5. И в первую воздушную петлю от начала этой цепочки мы провязываем соединительный столбик. Провязали 5 пико, первое, второе, третье, четвертое и пятое. Вяжем 2 воздушные петли и столбик с одним накидом в вершину последнего вот этого столбика, который мы вязали в колечко наше центральное. Вот, провязали. Далее снова вяжем в кольцо 5 столбиков с одним накидом. Первый, второй, третий, четвертый, пятый. Теперь провяжем вот такой же элемент. Потом снова в колечко свяжем 5 столбиков с одним накидом и в конце ряда свяжем еще вот такой же элемент с пико. Вяжите до конца ряда. Довязываем ряд до конца. В конце ряда мы провязали столбик с одним накидом, вершину вот этого последнего столбика с одним накидом, который мы вязали в колечко, и провязываем соединительный столбик в третью воздушную петлю подъема. Закрепляем петельку, обрезаем нить и хвостик прячем в мотив. Вот такой мотивчик получился. А сейчас покажу, каким образом соединять такие мотивы между собой. Вот я уже соединила между собой несколько мотивов. Вот так интересно они выглядят в соединении. И вот в это место сейчас хочу присоединить следующий мотив. Мотивы присоединяются очень просто. У меня будет 2 соседних мотива. По одной стороне мотивы соединяются между собой за вот эти вот пико, которые находятся на вершинах вот этих. Вот здесь у нас было 5 пико. И за вот это вот третье центральное пико мы будем соединяться. Вот первое место присоединения, вот второе место присоединения. Здесь у нас уже соединяются 3 пико от 3 мотивов. И вот это вот третье место соединения. Это вот это пико, которое на второй стороне у нас находится. Значит, вот, это, вот самое первое место присоединения – это вот это пико. Я вяжу следующий мотив. Вот провязала первый уголочек этот с пико. Теперь вяжу второй уголок. Провязала вот первое пико, второе. Теперь я вяжу третье пико. Провязываю 4 воздушные петли. Вытягиваю крючок из петельки, нахожу свою первую точку присоединения, вот она. Ввожу крючок сюда в центральную воздушную петлю, захватываю петлю мотива, который вяжу, присоединяюсь, вяжу еще 3 воздушные петли. Во вторую воздушную петлю этой цепочки, которую я вот вязала изначально, у меня должно было быть здесь 7 воздушных петель, я провязываю соединительный столбик. Далее продолжаю вязать мотив, вяжу 6 воздушных петель. Во вторую воздушную петлю этой цепочки вяжу соединительный столбик. Далее 5 воздушных петель. В первую воздушную петлю этой цепочки провязываю соединительный столбик. 2 воздушные петли. Вот всего получилось у нас с вами 5 пико. Первое, второе, третье, к которым мы присоединились, четвертое и пятое. 2 воздушные петли. Столбик с одним накидом, вершину последнего столбика, провязанного в кольцо. Теперь в кольцо вяжем 5 столбиков с одним накидом. Первый, второй, третий, четвертый и пятый. Далее снова вяжу вот такой же элемент с пико.
Вяжу 6 воздушных петель, 2, 3, 4, 5, 6. Во вторую воздушную петлю этой цепочки провязываю соединительный столбик, сформировала пико, 5 воздушных петель. В первую воздушную петлю этой цепочки провязываю соединительный столбик, сформировали второе пико. Далее у нас должно быть 7 воздушных петель. Мы делим их на 4 воздушные петли. Вытягиваем крючок из петельки. И у нас следующее место присоединения – это вот эта точка, где уже соединены между собой 3 пико от 3 мотивов. Мы вводим крючок вот таким образом в центр. Захватываем петельку мотива, который вяжем. Протягиваем. Присоединились. Довязываем свою цепочку из 7 воздушных петель. Вяжу еще 3 воздушные петли. Теперь вот в начало этой цепочки провязываю первую, пропускаю во вторую воздушную петлю, вяжу соединительный столбик. Далее довязываю еще 2 пико. 6 воздушных петель. Во вторую воздушную петлю от начала этой цепочки вяжем соединительный столбик. 5 воздушных петель. В первую воздушную петлю этой цепочки провязываем соединительный столбик. 2 воздушные петли. Столбик с одним накидом, вершину последнего столбика с одним накидом, провязанного в кольцо. В колечко вяжем еще 5 столбиков с одним накидом. Первый, второй, третий, четвертый и пятый. Далее снова вяжем вот такой же элемент с пико. 6 воздушных петель, 3, 4, 5, 6. Во вторую воздушную петлю этой цепочки провязываем соединительный столбик. 5 воздушных петель, 2, 3, 4, 5. В первую воздушную петлю этой цепочки вяжем соединительный столбик. Дальше у нас 7 воздушных петель, вяжем 4 воздушные петли. Этой цепочкой мы присоединяемся к соседнему мотивчику. Вот мы уже 2 раза присоединились. Наша последняя точка присоединения – это вот пико на вершине вот этого элемента. Захватываем петельку мотива, который вяжем, протягиваем, присоединились, 3 воздушные петли. Во вторую воздушную петлю от начала этой цепочки вяжем соединительный столбик, 6 воздушных петель. Мы уже выполнили все присоединения. Во вторую воздушную петлю этой цепочки провязываем соединительный столбик, 5 воздушных петель, 3, 4, 5. В первую воздушную петлю этой цепочки провязываем соединительный столбик. Вяжем 2 воздушные петли и столбик с одним накидом, вершину последнего столбика с одним накидом, провязанного в кольцо. В конце ряда вяжем соединительную петлю в третью воздушную петлю подъема в начале ряда. Закрепляем петельку, обрезаем нить и хвостик прячем в мотив. В результате получились вот такие нежные ажурные мотивы. И вот так выглядят места их соединения между собой. Я надеюсь, что это видео было для вас полезным. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видео.